Я приветствую вас, дорогие друзья, это «Шум» и итоги дня, все то, о чем шумело информационное пространство в моем блоге прямо сейчас. Поехали! Начнем который день подряд с Солидара. Действительно, вот много заявлений вокруг ситуации именно там, вокруг боев в самом городе, на подступах к городу. Киев заявляет, что Солидар не сдан, Москва говорит, что вот уже зачистка идет. Ну и, собственно, демонстрируют новые кадры оттуда. Пригожинские телеграм-каналы распространяют видео прогуливающихся бойцов где-то вот в самом Солидаре. Также распространили видео, где есть съемка предприятия Артемсоль, откуда вот буквально еще вчера стало известно, что вели съемку с дронов украинские военные. Что же касается съемки с дронов, то эти же военные, это позывной Мадяр, отметился и сегодняшним видео. Вот такое видео опубликовал он, и оно ярко демонстрирует, сколько вагнеровцев, солдат российской армии идут, вот штурмуют Солидар. Очень много, просто-таки, засилье солдат демонстрируют эти кадры. Еще одна информация, которая косвенно демонстрирует, что с Солидаром еще все не так ясно, как хочет преподнести российская сторона, это их же сообщение в RT. Они говорят, что сегодня была попытка контрудара вооруженных сил Украины по Солидару, и она не увенчалась успехом. Если контрудар был, то, соответственно, есть бои, и Киев в чем-то прав. В общем, интересная история, которая обрастает все новыми и новыми подробностями в плане позиционирования, кто где стоит, полностью или не полностью сдан Солидар, и сдан ли вообще, потому что бои продолжаются. Еще один очень яркий аспект ситуации под Солидаром – это предложение Эрдогана поговорить снова и с Путиным, и с Зеленским для того, чтобы договориться о каком-то коридоре для раненых. Что за коридор, где он будет проходить, о каких раненых идет речь, не уточняется, но тем не менее, собственно, вот эта инициатива демонстрирует остроту ситуации прямо сейчас в Солидаре. Посмотрим, когда поговорят, это должно быть или сегодня, или завтра, и о чем договорятся. Что за коридор, если окружения нет, если окружение есть, то почему контрудары не достигают своей цели? Много вопросов и много вот этого тумана войны. Ну и еще о тумане войны. Сегодня официально и так полуофициально среди военных было разослано сообщение о том, что вагнеровцы переодеваются в украинскую форму, клеят желтые и зеленые ленты и говорят «доброго вечера», подбираются к позициям и, соответственно, в упор уже, собственно, работают, да, назовем это так, мы же на ютубе. Так, в общем, это сообщение появилось после вот этого видео, которое мы обсуждали с военным экспертом Романом Светаном, где из-за неимоверной плотности огня вот были инциденты, когда в пылу атаки, в пылу там защиты не различали друг друга бойцы. Интересный то ли антикриз, то ли аспект и такая новая подробность происходящих боев где-то под Кременной. Что же касается недружественного, а вообще огня, то сегодня Москалькова вынуждена была сдать назад и заявить, что никаких, собственно, тем, поднимающих прекращение огня, на встрече с коллегой-омбудсменом из Украины Лубенцом не поднималось. Подробности мирного саммита сегодня стали также известны, и снова здесь фигурирует Турция. Турецкий посол украинский Бондар сообщил подробности и намерение провести этот саммит в Нью-Йорке в штаб-квартире ООН 24 февраля, ровно на годовщину вторжения России в Украину. И, собственно,
Подробностей больше нет, есть только дата, время, да, и место, но, собственно, его слова о том, что мира можно добиться только путем вывода всех российских войск с территории Украины, уже посеяли некоторый скепсис вообще о формате вот такого мирного саммита, для чего он нужен, и, собственно, не будет ли это просто пиар-акцией на годовщину вторжения. Будем наблюдать, но то, что здесь снова фигурирует Турция, все-таки дает какие-то намеки на хотя бы какую-то силу, которая пытается вот прекратить войну на хотя бы каких-то условиях. Что же касается хода всей войны, то как просто разрезающий удар по версии, что россияне готовы встать и выйти из Украины, сегодня демонстрирует Минобороны. Генерал Громов сообщил, что в планах Российской Федерации захват Украины полностью. Сначала займутся Донецкой областью, потом будут биться вперед, пробиваться в Запорожской области, ну и в конце концов захватят всю Украину. Мол, для этих целей в Российской Федерации планируют под ружье поставить 1,5 миллиона человек, очень большая цифра, и создать вот 20 новых дивизий. Вот такие прогнозы дают с украинской стороны. Ну и, собственно, не только военная, а и дипломаты тоже. Посол Великобритании Пристайко, выступая вот на информационном канале, у него брали интервью, и он возьми да и заяви, что Украина сейчас вынуждена отводить военных из фронта для того, чтобы обеспечить безопасность на севере. Так и сказал, чем подкрепил вот эти гуляющие по разным социальным сетям слухи о том, что вот-вот, да и пойдут с Беларуси. Эти слухи находят и реальное отражение в реальных делах. В Ровенской области все праздники, ну вот как утверждает местная власть, местный губернатор, рыли окопы и возводили фортификационное сооружение. Говорят, что 150 добровольцев и днем, и до позднего вечера работали для того, чтобы обеспечить безопасность где-то рядом с границей с Беларусью. Что же касается Наева, это ответственный генерал за это направление, то он еще раз подчеркнул, что не видит пока украинская сторона должного скопления войск и такого ударного кулака, которое могло бы перейти границу с Украиной, но нужно готовиться к любому развитию событий. Ну и сам как бы режим и сам Лукашенко в Беларуси находятся в не очень выгодном положении. Сегодня разлетелось в информационном пространстве заявление Лукашенко, что ни по транспорту, ни по газу, ни по нефти, несмотря на то, что говорили и договаривались с Россией, подвижек никаких нет. Зато на мгновение показалось, что есть подвижка о каком-то таком кулуарном контакте Минска и Киева. Сегодня журналист Радио Свободы Рикард Йозвек опубликовал пост, где говорит, что санкции против Беларуси не планируется вводить в 10-м пакете, новом пакете, который сейчас обсуждается, потому что Киев попросил Минск туда не включать. Действительно резонансное заявление, потому что выглядит достаточно странно. Вот если европейцы хотели включать Минск, а Украина как бы против и модерирует вот эти решения, то почему Беларусь? Нет, там же и солдаты, оттуда же и угроза, оттуда в конце концов летят шахеды, которых ждут, и там кружат самолеты российской армии. Но вышел к вечеру ближе Николенко, это спикер МИД Украины, и заявил, что это все не соответствует действительности. Ну, заявил, выдохнули. Зато очень-очень громко вдохнули сегодняшним вечером жители Нового Оскола, это Белгородская область. Там заявили о том, что сбили ракету. ПВО отработало, но осколки упали прямо вот в город, на проезжую часть, и этот мужчина, видео из автомобиля которого распространяют местные паблики, едет с полностью вот таким разбитым лобовым стеклом. Вот такой инцидент произошел непосредственно в соседней с украинской границей области Российской Федерации.
Ну а сейчас о монументальном. Конгрессмен-республиканец Джо Уилсон предлагает разместить бюст президента Украины Владимира Зеленского в домовом крыле Капитолия Соединенных Штатов Америки. Об этом пишет Washington Times. Уилсон этот проект внес в качестве резолюции, предписывающей Совету изящных искусств Палаты представителей США. Это такой орган, который отвечает за, собственно, памятники и антураж. Вот принять такое решение. За это еще будут голосовать, но уже вот этот господин Уилсон или мистер Уилсон, он уже подвергся критике как со стороны оппонентов политических, так и со стороны других республиканцев, где закручивается неимоверная картина противостояния: давать оружие Украине, не давать, пересчитать, не пересчитать то, что уже было поставлено демократами. В общем, очень интересная история длиной в вечность нас ожидает, и будет ли стоять бюст Зеленского в Конгрессе США, поживем, увидим. Ну а то, что увидели сегодня социологи в Украине, то это рейтинги того самого Зеленского и других деятелей. Центр Разумкова опубликовал результаты опроса, где информируют, что 59% считают политиком ушедшего года Владимира Зеленского. 10% почему-то политиком, но считают Залужного. И что примечательно, что в прошлом выпуске, да, вот этого итогового опроса, имеется в виду 2021 год, у Зеленского было всего 17%, сейчас 59%. Залужного, понятно, не было вовсе, и примечательно, если брать в сравнении с довоенным годом и годом военным, это одинаковый рейтинг у трех совершенно разных деятелей. Это вышеупомянутый, скажем так, представитель Министерства иностранных дел и его глава Кулеба 2%, Арестович 2% и Петр Порошенко тоже 2%. То есть получается, если, собственно, смотреть на политическую карту и расстановку сил, то эти фигуры, судя этого опроса, равны. Что вы думаете о весе и силах политических? Очень интересно услышать от вас в комментариях, и вот не дали ли в молоко с этим опросом Центр Разумкова. Ну и о политиках, которых уже нет. Верховная Рада, регламент профильный, публикует постановление, за которое будут голосовать, о лишении депутатов Медведчука, Деркача, Кузьмина и Козака вот значков и лишения их полномочий. Причина — то, что их лишили гражданства украинского. О чем это говорит и что это такое, я предлагаю пересмотреть сегодняшнее интервью с украинским политологом Владимиром Фесенко, где он четко разложил, как «Слуги народа», это правящая партия в Украине, с осколками и самыми уязвленными группами бывшей ОПЗЖ контактируют и используют их в своих дальнейших политических целях. И что с ними будет дальше? В общем, очень интересный вышел разговор. Предлагаю для просмотра. Ну а вот во всем мире предлагаю для прочтения книгу принца Гарри «Запасной». Мнения разделились, тираж аховский. По последним данным, опубликованным сегодня, вот эту автобиографию, как бы не художественную литературу, книгу воспоминаний, книгу вроде как о себе и о королевском дворе, решили купить по планете около 1,5 миллиона экземпляров. Действительно большой успех, но еще более интереснее, что там внутри. И опыт с наркотиками, и разные, скажем так, не очень лицеприятные для светлого образа королевского двора вещи. В общем, Гарри выдал на гора. Ну и, соответственно, сразу получил определенную долю критики. Есть такой портал, YouGov называется, и говорит, что после выхода этой книги критиков будет больше, популярность принца Гарри будет ниже. Ну, посмотрим, может быть, будет книга «Запасной 2», это всегда любят. Кстати, о клонировании и о запасных. Сегодня новость пришла из Китая. Там клонировали коня. Назвали его
Джуан, что означает крепыш по-китайски, и родился этот конь, ну или как родился, получился этот конь 16 июня 2022 года, сейчас ему 7 месяцев, а почему новость пришла сейчас? Потому что проект удался, и, собственно, многие уже оценивают достаточно дорого этого жеребца и прогнозируют, что на Олимпиаде 2028 он вполне себе может выступать. То есть мы уже переходим к тому этапу времени, где овечкой Долли никого не удивишь. Клонируют лучших скаковых лошадей, на них точно будут зарабатывать деньги. И вот это клонирование не просто там безумный научный эксперимент, такой движок мысли вперед, а вполне себе бизнес. Ну а закончим наш сегодняшний выпуск не бизнесом, а патриотизмом. Виктория Апанасенко, это участница от Украины «Мисс Вселенная», презентовала национальный костюм. Каждая участница в рамках этого конкурса выходит в своем национальном костюме. Украинка вышла в костюме под названием «Воины света». Леся Патока – это дизайнер этого наряда, и он, собственно, это аллюзия на Архангела Михаила, крылья, меч, броня. Вот так Украина предстает в мире, по крайней мере, по версии конкурса красоты «Мисс Вселенная». Ну и как праздники предстают украинские в мире, продемонстрировали Калуш Оркестра. Сегодня вышел их клип на песню «Щедрый вечер», и этот «Щедрый вечер» именно на украинском языке в этом клипе говорит сам Арнольд Шварценеггер. «Щедрый вечер». Послушайте и, конечно, готовимся к завтрашнему вечеру предпраздничному по украинской традиции, ну и по традиции YouTube-канала Александр Шелест, информационному также. Увидимся в следующем шуме, в следующий раз, на следующий день. Берегите себя, всем добра и света. Увидимся.